Здравствуйте, друзья! Славянский бог Род. До того, как первая гора устремилась в небесную вышину и первая река собой омыла берега земные, была пустота. Тишина, ибо никто не говорил и не дышал. Бесконечность, ибо время дремало в забытье, не знающее, что ему положено проснуться. В этой пустоте было золотое яйцо, в котором дремало нечто. Или, может быть, некто. Но однажды яйцо то разбилось, и из золотой скорлупы появился Род. Тот, кто решил родить жизнь, и стало его тело вселенной, а мысль его жизнью, и было это прекрасно. Мир, рожденный в тишине, был безлюден, поэтому Род дыханием своим дал жизнь всему произрастающему из тверди земной, и создал он людей, смертных, и вдохнул в них свое дыхание, и стало это душою, что однажды вернуться должно будет к прародителю. И Род породил детей своих богов, чтобы они мир созданный им берегли и порядок держали. Породил он сына своего Сварога и дочь свою Ладу прекрасную, и завещал им учить людей любви и прославлению его. И ушел он отдыхать и предаваться Су Божественному, в котором он видел глазами детей своих смертных и бессмертных, где волю свою глаголил чужими устами, ибо все сущее, зримое и незримое – это Род и часть его. До сотворения мира не было ничего, ни пространства, ни времени. Была лишь некая божественная материя, которую древние русы называли Всевышним, то есть возвышающимся над всем и всеми. Часто его имя сокращалось и называли его образ Вышним. В индийской мифологии эта первозданная материя известна под именем Вишну. Итак, не было ничего, кроме Всевышнего и мысли его, что породило золотое яйцо. В этой причудливой колыбели дремал Род, начало всего живого и всей вселенной. Род вышел из золотой обители своей и стал сотворять мир сей. Род – единственное творение Всевышнего, что уже впоследствии дало жизнь всему ныне существующему. Поэтому Вышень почитался скорее не как Бог, а как первопричина и исток всего существующего. Великий Род, мысль отца своего, обретшая плоть и душу в творениях своих. Судить об этимологии возникновения имени славянского бога Рода довольно сложно, но мы имеем на сегодняшний день множество слов, образовавшихся от имени этого божества. Родина, природа, роды, родители, родственники, роддом, рождение, выродок, урод и так далее. Все они несут в себе сакральное предназначение самого божества, жизнь и ее продолжение. Род – это означает рожать, творить и создавать. Вообще, языческий пантеон любых народов всегда начинался с Создателя и праотца всего существующего. Его почитали как отдельно взятого бога, или, как и славяне, восхваляли его как первоисточник, но не ставили ему отдельных кумиров и не строили капища. Славянского рода отождествлялись и с египетским Осирисом, и с финикийским богом Ваалом, что восседал на небе. У славян, населявших западные земли, было божество по имени Свинтовит, и его описание, его предназначение полностью совпадает с поклонением Роду. Можно сделать вывод, что два эти божества не только похожи, но и являются одним целым, но именуемые у каждого народа по-своему. Если даже отсечь возможность путешествия людей в земли иных народов, где они могли рассказать о своих главных божествах, то почти все языческие пантеоны начинаются с создателей. Мышление человека даже в те далекие времена начиналось с поиска первоистока, как причин и следствия. Даже после насильного принятия славянами христианства еще много веков подряд славяне славили Рода, и вопреки пояснениям священников, что имя Создателя не Род, а Бог, утверждали, что если Бог родил и создал землю и жизнь на ней, то и имя ему Род. В первых переводах Библии на русский язык Бог так и называли – Рододатель, тот, что дал жизнь роду людскому. Одна легенда сотворения мира у каждого из народов обрела свое имя. У славян Род, у кавказских народов Тха, у индийцев Рудра, у скандинавов и Мира. Все эти верховные боги создавали мир из собственного тела и души. Невозможно не отметить родство всех этих преданий и божеств. Род – сын Вышня и его продолжение, однако и он породил детей, что упорядочили существование Вселенной.
Род родил сына своего единственного сварога и жену его, дочь Ладу. Великий род, не имеющий пола, таким образом дал миру два начала – женское и мужское, что должно в соитии порождать все живое. И так великий род бесполый разделил людей и богов на женщин и мужчин. Если вникать в саму суть божеств Сварога и Лады, это две противоположные ипостаси самого рода. Одна из них олицетворяет силу и мощь Создателя, вторая – силу созидания и творения. Довольно трудно сегодня не запутаться в происхождении славянских богов. Мы знаем, что великому роду сопутствовали роженицы, богини, несущие жизнь и повелевавшие душами, исходящими от рода в тело смертное при рождении. По одной версии роженицами называли Ладу и дочь ее Лелю, по другой версии это были богини Доля и Недоля, что пряли клубок судьбы каждого живого существа. Доля и Недоля были дочерьми богини Макоши, матери природы. Возникает вопрос, кем приходится Макош великому роду – супругой, сестрой или дочерью. Богиню почитали как небесную Богородицу, что родила все живое и неживое во вселенной этой. Если рассматривать богиню как супругу и сестру великого рода, то это значит, что и ее породил Бог Вышень, и разделение на мужское и женское начало произошло до рождения Сварога и Лады. Если рассматривать Макош как дочь великого рода, то здесь есть два варианта. Либо богиня Двулика и ее вторая ипостась – это Лада, супруга Сварога, или же Макош – дочь рода, что стала его супругой в дальнейшем и родила вместе с ним всех остальных богов. Ни одно из утверждений не может быть абсолютно правдивым, так как попусту не существует подлинных первоисточников, объясняющих родственные связи между всеми славянскими богами. С насильным насаждением христианства на славянские земли искоренение языческих культур и преданий велось особенно ожесточенно, для того, чтобы потомкам не осталось ни единого упоминания об древних богах. Поэтому с уверенностью утверждать что-либо практически невозможно. Бог, род, праздники и символы. Почитание бога рода приходилось на 8 сентября, на следующий день, 9 сентября, почитались дочери его роженицы. Даже после насаждения славянам христианства в народе еще долго отмечались эти праздники, так как они являлись продолжением народных традиций, и пришедшая из другой земли религия не могла так просто искоренить многовековое поклонение языческому праотцу. Символами рода почитались два животных – утка и щука. Можно проследить влияние поклонения роду в народных русских сказках, где оба эти животные выступали ключевой фигурой. Щука исполняла желания добрых молодцев, а утка хранила яйцо, в котором смерть злодея была. Амулет рода – это прародитель всех славяно-солярных символов, что совсем не удивительно, так как сам род является верховным божеством. В центре символа солнце, как символ любви и тепла, что породило жизнь. 4 луча весьма лаконичны, но именно символизируют и простоту, и сложность великого рода. Он есть все. Этот амулет носили на одежде, и он служил верной защитой от кривды и детей мира Нави. Своими изображениями амулет повторяет схематичное изображение Вселенной, которое стало доступным только в нашу эпоху. Откуда и как наши предки могли получить эту информацию много тысяч лет назад, остается загадкой. Руна род. По некоторым источникам, руной великого рода принято считать руну мирового дерева. Руна бога род символизирует само устройство Вселенной и стремление к небесам, двух лучей женского и мужского начала, рожденных от единой силы основного луча. Также эта руна символизирует и сознание человека, в котором есть божественное начало его прародителей. Эта руна символизирует покровительство богов и путь к порядку. Помните род свой, иначе не будет будущего у вас и ваших детей. Хочу напомнить, что мое мнение не всегда совпадает с мнением автора статьи. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.